Добрый день, дорогие пекари! Некоторое время назад я вам задавала вопрос, хотите ли вы, чтобы летом мы с вами освоили какие-то разные виды лепешек. Потому что те лепешки, которые я время от времени где-то покупаю в каких-то семейных, небольших кафе, закусочных, меня совершенно не устраивают по своему качеству и вкусу. Поэтому я решила делать лепешки сама. И начнем мы с вот этого рецепта. Это никакие не народные, ни по какому традиционному рецепту. Это рецепт полностью придуманный мной самой и исполненный для вас. Видите, что они с кунжутом и без, но тесто одно и то же. Лепешки очень мягкие, нежные, они без начинки, это просто лепешки. И я думаю, что вам этот рецепт понравится. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы на нем впервые. А если не впервые и до сих пор не подписались, самое время это сделать. И зовите своих друзей, будет интересно. Давайте приступать к рецепту. Сегодня будем делать долгожданные лепешки. Я их обещала, анонсировала. И, наконец, я придумала рецепт, который я хочу сделать. Это никакие не традиционные, у этих лепешек нет никакого названия, они никакие не народные, они моего собственного изобретения. Если вы хотите придумать им какое-то название, пишите в комментариях, я буду только рада. Итак, здесь у меня уже созревшая и даже чуть перезревшая закваска Левита Мадре. Здесь у меня картофельное пюре без соли, но с маслом. Для начала Левита Мадре я разобью блендером, потому что довольно тяжело вмешивать бывает ее в тесто. Беру 100 граммов закваски. Вы можете взять обычную закваску 100% влажности, только пересчитайте. У меня есть рецепт, как это сделать. Я оставлю ссылку в описании. Добавляю сюда 100 граммов воды и пробиваю погружным блендером. Получается вот такое заквасочное молочко. Берем емкость для замеса. Выливаем сюда все наше заквасочное молочко. Добавляем еще 100 граммов воды. Для нежности и мягкости я добавлю 100 граммов молока. Дело в том, что я писала в своем телеграм-канале, покупные всякие лепешки меня не устраивают своей резиновостью. Мне хочется сделать очень нежные лепешки. Добавлю сюда желтки. Вы можете добавить одно яйцо как раз по весу, как яйцо получается. Столовую ложку растительного масла. Можно чуть больше, пусть будет 1,5 ложки. Конечно же, наше картофельное пюре заранее нужно сварить и охладить картошку. Сейчас скажу, сколько граммов у меня здесь. 200, 300. Пусть будет 300. Если вы думаете, что я заранее расписала себе рецепт, то вы ошибаетесь. Я прямо сейчас на ходу его придумываю. Так, и мука. 600 граммов пшеничной муки. Я беру первый сорт, вы можете взять высший. 10 граммов соли, 15 граммов сахара. И начинаем вымешивать наше очень-очень нежное тесто. Если вдруг у вас получилось очень липко, очень жидко, добавьте еще муки. У меня в самый раз, как я вижу. Обязательно поднимите всю муку, которая опустилась на дно миски, и вмесите в тесто. Я думаю, что сейчас уже будет удобно перейти на замес на стол. Выкладываем все на стол, всю сухую муку сюда. Промесила на столе, тесто липковатое. Чтобы с ним работать, либо смачиваем руки водой, либо мы можем немножко масла использовать на стол, либо муки, если вам тяжело на масле или воде работать. Смотрите. Сейчас смачиваю руки, но не так, чтобы текло. И так у нас тесто влажное. Его вот так подсобираю, округляю, чтобы оно у нас не размазывалось, не растекалось по миске. Но вообще текстура мне нравится. Я именно такое мягкое тесто и хотела. Сейчас я накрою его крышкой, дам ему отдохнуть минут 20 и чуть-чуть его еще подзамешу. После небольшой паузы возвращаюсь к тесту. Оно расслабилось. Смачиваю руки холодной водой. И прохожу тесто вот так по периметру. Оно, кстати, хорошо тянется. Его можно даже, наверное, поотбивать. Сейчас попробуем. Прекрасное тесто. Смотрите, какая потрясающая текстура. Я не буду его слишком сильно замешивать, потому что, как я говорила в самом начале, я хочу очень нежные, мягкие лепешки приготовить. Вот сейчас оно уже подрывается. В общем, не буду я его мучить. Что я сейчас сделаю? Беру миску. В миску немного растительного масла, чтобы тесто меньше прилипало.
Отправляю сюда тесто, накрываю крышечкой. И сейчас с интервалом 30 минут я сделаю 3 обминки. Засекаю время. Первая обминка. Смачиваем руки, иначе тесто будет липнуть. Смотрю, как буду обминать. Тесто жидковатое, значит, обминать буду методом подворачивания. Вот так вот беру в руки, тесто стекает вниз, я его укладываю, еще раз подхватываю, еще раз и еще раз. Разворачиваю с другой стороны, подхватываю, оно снова спускается вниз, подворачиваю. И сделаю в другом направлении также. Раз и 2. Получился красивый колобок теста, который снова на 30 минут оставлю в покое. Возвращаемся на вторую обминку. Делаем все то же самое, смачиваем руки и начинаем складывание, разворачивая так, чтобы складки были перед собой, но не справа и слева. Подтягиваем тесто, оно стекает с рук, подворачиваем его и с этой стороны подтягиваем. Кто-то, наверное, скажет, что слишком много забот для каких-то там лепешек. Но, на мой взгляд, вкусные лепешки того стоят. Тем более, что работы не так много. Еще на полчаса оставляю. Третья обминка теста. Делаю все то же самое. Смачиваю руки, поворачиваю складку вдоль. И приподнимаю тесто и подкатываю его вниз улиточкой. Смотрите, это тесто я хочу сделать долгого брожения. Хочу, чтобы максимально оно выбродило, было ароматное, нежное и вкусное. Поэтому прямо сейчас я уберу его в холодильник. Температура у меня там +6, +7. И до завтрашнего дня буду держать его в холодильнике. Смотрите, тесто на лепешки провело у меня сутки в холодильнике. Теперь я хочу их испечь. Прежде чем испечь, конечно, надо сформовать. Сейчас взвешу количество теста. Подпыляю муку на стол, подпыляю на поверхность теста. По периметру отделяю, как красиво оно бродит. Прекрасно, даже сквозь миску видно, сколько пузырей внутри. Красиво, чисто вышло. Шикарное тесто. Так, взвесить. 1354 у меня получилось грамма. Делить буду на 4 части. Можно взвешивать, можно не взвешивать. Просто поделить тесто на глаз. Я, наверное, не буду взвешивать. Я просто прикинула вес. Лепешка в 300 граммов вполне себе нормальный вес для лепешки. Теперь округляю, делаю шарик. Переворачиваю шарик и дорабатываю его. Подкатываю. Тесто липкое, поэтому подпыляйте муку. И делаю так со всеми. Все подформовала в шарике. Дам им полежать минут 20 и будем делать окончательную формовку. И сейчас будем формовать лепешки. Чуть прилипла у меня миска. Убираем ее. Хорошо присыпаем мукой, чтобы гарантированно не липли руки. Укладывать буду на доску. Подстелю бумагу на всякий случай. Потому что к доске тоже бывает прилипает при расстойке. Особенно вот такое липкое тесто, как у меня в этот раз получилось. В формовке ничего сложного. Проходим по кругу и растягиваем. Можно как пиццу надеть на кулаки. Можно потянуть на столе. Если вдруг вы в какой-то момент видите, что перестала растягиваться, отложите ее в сторонку и возьмите следующую. Прохожу быстро по кругу и подтягиваю. И вот так на кулаках чуть-чуть подтягиваю. И тоже отложу ненадолго в сторонку. И можем вернуться к первой. Подтяну сейчас еще прямо на столе. Ну и в принципе все. Перекладываю на бумагу. Вот 2 уже получились. Убираю их в сторонку. И формую еще 2. И теперь я накрою их полотенцем. Никакой долгой расстойки я делать не буду. Минут 30-40 максимум. И я думаю, что я уже вот-вот включу духовку на прогрев градусов на 230.
Полчаса прошло, я уже включила духовку, разогрела ее на 230 градусов. У меня нет специального штампа, специальной печати для лепешек. Брызгаю водичкой. Я сейчас сделаю импровизированный штамп, а пока присыпаю кунжутом. Водичка нужна, чтобы кунжут более-менее мог прикрепиться, чтобы он не так сильно осыпался. Ну а дальше припечатаю по центру. У меня есть вот такой инструмент. Вообще это для отбивания мяса. Но я надеюсь, сейчас смочу его, что он у меня сыграет нужную роль. Вообще это нужно, чтобы серединка не так сильно вздувалась. Я думаю, нормально. Вот так сделаю. Достаточно. Все, духовка разогрета на 230 градусов. Сейчас поставлю пар. Наливаю в миску кипяток и ставлю на дно духовки. Лепешки подхватываю лопаткой и ставлю в духовку. Пеку на своем стальном листе. Он у меня вместо подового камня. Сейчас лишнюю бумагу оторву, чтобы она мне там не так мешала. И высаживаю на выпечку. Лепешки у меня готовы. Не удивляйтесь, что они без кунжута. Это вторые. Сейчас я вам покажу первые. Это вторые две. Это были первые две. Смотрите, вот этим инструментом, который я сказала для мяса, я все-таки не смогла как следует прижать тесто, поэтому оно у меня вздулось. Но лепешки мягкие, нежные, пока они теплые, я их резать не буду. Эти лепешки я по-другому прижимала. Я взяла пивную кружку, вот такую, прижала серединку и проткнула вилкой. Поэтому серединка не вздулась. И получились вот такие бортики. Сейчас они чуть-чуть подстынут и тоже будут такие же мягкие, как и эти. Ждем, когда остынут, и будем пробовать. Ну что, давайте разломим одну. Первые, которые у меня пеклись, они хоть еще и немного теплые, но уже начали остывать. Лепешка нежная, пористая, мягкая. Это очень вкусно. Это очень-очень вкусно. Да, заметный вкус картофельного пюре. Очень нежное, мягкое тесто. Пока оно немного слипается, потому что теплое. Но я думаю, это быстро пройдет. Итак, давайте разберемся, что же у меня получилось. Картофельное пюре отчасти играет роль заварки. И, конечно, смягчает тесто. Я взяла обычную муку, не сильную, поэтому тесто мягкое и нежное. Я достаточно долго выбраживала, чтобы оно как раз-таки получилось мягкое и нежное. Тесто влажное за счет большого количества и воды, и, конечно же, пюре, и плюс еще сдобные ингредиенты. Вы видели, какое нежное само по себе было тесто. Поэтому оно не резиновое, оно мягенькое, нежненькое. И сдобные ингредиенты. Я добавила немного масла и немного желтка. И, конечно, они тоже обволакивают клейковину, смягчают. Мне, конечно, интересно, как еще эта лепешка поведет себя завтра, но что-то мне подсказывает, что она не зачерствеет и не превратится в пемзу, в отличие от тех, которые обычно сейчас продаются, которые, к сожалению, приходится покупать. Тем, кто не печет сам, а мы печем сами, осваиваем новые рецептуры, придумываем новые рецепты, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, зовите друзей и знакомых, пускай домашних пекарей становится больше, мы с вами будем печь, продолжать придумывать рецепты и испечем еще очень много всего интересного.